Всем привет! С вами Катерина, и сегодня я хочу вам показать, как я вяжу такого жирафика. Фотографий таких жирафов в интернете большое количество, разных форм, разных размеров, расцветок. И я решила связать какого-нибудь подобного. Разработала схему и хочу показать ее вам. Этот жирафик вяжется очень просто, и мастер-класс рассчитан на тех, кто уже немного умеет вязать. Работу начинаем с мордочки. Делаем кольцо амигуруми и набираем 6 столбиков без накида. Вяжем с прибавками 5 рядов. Я использую нитку в 3 сложения. Это акрил шерстяного типа. Он очень плотный, жесткий. Но вы можете использовать любую другую, какая вам больше нравится. И провязываем 4 ряда без изменений, без прибавок и убавок. Убеждаемся, что у нас от начала 9 рядов. Переходим на желтые ниточки. Для этого проводим крючок через соседний столбик, вытягиваем нить, затягиваем петельку и обрезаем. Завязываем обычный узелок и продолжаем вязать по спирали желтыми нитками без изменений 4 ряда. Если вы вяжете жирафика для совсем маленького ребенка, то вам, конечно, лучше использовать плюшевую пряжу. Она не ворсистая, не сыпется, а это пряжа с ворсом. На 5-м ряду с того момента, как мы перешли на желтые нитки, нам необходимо равномерно убавить 2 петли в ряду. Определяем места убавок маркерами, складываем работу посередине и цепляем маркеры. Так вяжем несколько рядов, повторяя убавки в каждом ряду. Провязав примерно 3 ряда с убавками, нам необходимо установить глазки, потому что если провязать еще, потом это будет делать неудобно, так как отверстие будет уже узким. Определяем место глазок. Я использую безопасные винтовые глаза 14 мм, но вы можете использовать любые другие, какие у вас есть. Также глазки вы можете купить в нашем интернет-магазине. Ссылку я оставлю в описании. Я вставляю глазки между 3-м и 4-м рядом от начала желтых ниток на расстоянии примерно в 3-4 столбика. Одеваем заглушку на винт и с силой ее придавливаем до максимального щелчка. Заглушки одеваем вогнутой стороной к глазу. Все, глазки у нас готовы. Они абсолютно безопасны, их невозможно выдернуть. Продолжаем вязать по спирали, повторяя 2 убавки. Провязав 8 рядов с убавками, убираем маркеры и наполняем голову. Старайтесь набивать ее поплотнее, сразу создавая форму. Этого жирафика я наполняю синтепухом, но можно использовать и холофайбер. После того, как вы убедились, что форма головы вам нравится, наполнена достаточно плотно, нужно закрыть голову. Для этого делаем убавку через 3 столбика. Провязываем 2 петли вместе и 3 столбика без накида провязываем просто так. 1, 2, 3. Опять провязываем 2 петли вместе и 3 столбика без накида. Продолжаем убавлять, пока у вас не останется маленькое отверстие. В него еще нужно подбить синтепуха, чтобы не было пустоты в итоге. Я помогаю крючком, потому что палец уже туда пролазит с трудом, и выравниваю форму головы. Максимально закройте оставшиеся столбики. Когда я закрываю голову или туловище у игрушек, я обычно петли не считаю. Иногда 3 вместе, иногда 2 вместе, по обстоятельствам, зависит от ниток и как они ложатся. Самое главное, чтобы петли легли ровно. Их потом можно подтянуть в конце при пришивании. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Затяните нить,
оставьте хвостик подлиннее, чтобы зашить дырочки. Зашивайте мелкими стежками, затягивайте потуже, чтобы ниточку, которую мы зашиваем, не было видно, чтобы она сливалась с основным полотном. Если вы вяжете из более мягких и воздушных ниток, то, скорее всего, действие стежками в конце вам не потребуется, потому что более мягкие нитки не дают такого эффекта отверстий при закрывании. Делаем узелок и прячем нитку внутри головы. Начинаем вязать рожки. Также делаем кольцо амигуруми и набираем в него 6 столбиков без накида. Вяжем с прибавками 2 ряда. На третьем ряду у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Четвертый ряд мы провязываем без изменений, не убавляя и не добавляя столбики. На пятом ряду мы делаем убавки. Провязываем 2 петли вместе и 1 столбик без накида. Опять 2 петли вместе и 1 столбик без накида. Так вяжем до конца ряда. На шестом ряду под подряд сделаем 4 убавки. Первая убавка, вторая, третья, и четвертая убавка. Перейдем на желтые нитки. Сразу набьем рожок синтепухом, потому что потом будет очень сложно подобраться. Сформируем красивый ровный шарик. Затем вяжем желтыми нитками по спирали без изменений, не добавляя и не убавляя ряды. Провязываем 6 рядов желтыми нитками. Обрезаем ниточку и наполняем рожок синтепухом. Таким же образом вяжем второй рожок. Только у него не забудьте оставить длинный кончик нитки для того, чтобы пришить оба рожка. Теперь сделаем с вами ушки. Также делаем кольцо амигуруми и набираем 6 столбиков без накида. На втором ряду равномерно прибавляем по краям 2 петли. Повторяем прибавки 3, 4, 5, 6 и 7 ряд. Затем вяжем 4 ряда без изменений. Проверяем, что у нас получилось 11 рядов от начала. Затягиваем ниточку и обрезаем, оставляя длинный хвостик для того, чтобы пришить ушко. Таким же способом вяжем второе ухо. Теперь нам нужно это все пришить. Определяем место расположения рожек, прикалываем иголочками, убеждаемся, что у нас все ровно, и начинаем пришивать. Пришиваем мелкими стежками, плотно затягиваем, чтобы рожки невозможно было оторвать. Если у вас такие же жесткие нитки, как у меня, то, скорее всего, иголка будет проходить очень туго. Я для этого пользуюсь круглогубцами, чтобы помочь себе вытащить иглу. Внимательно следите, чтобы рожки не съехали.
Если вам второй рожок мешает так же, как и мне, его лучше временно убрать в сторонку. Возвращаем второй рожок на место, также аккуратненько прикалываем и пришиваем. Закрепляем ниточку и прячем ее внутри головы. Пришиваем ушки. Складываем у основания пополам и закрепляем двумя стежками. Определяем местоположение и пришиваем. Такого готового жирафика вы можете купить или заказать любого цвета из любой пряжи в нашем интернет-магазине. Ссылку я оставлю в описании. Таким же образом пришиваем второе ухо. Смотрим за тем, чтобы оно было симметрично первому. И покрепче пришиваем его в голове. Голова практически готова. В следующем уроке мы с вами свяжем туловище, лапки, сделаем хвостик и соберем полностью жирафа. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем спасибо, до новых встреч!